Всем привет! Сегодня 19 марта 2023 года, Минский район. Я опять на пасеке. Сегодня проведу небольшие работы. Температура плюс 10. На солнце, конечно, чуть больше. Сегодня хочу, покажу вам осмотр двух ульев. Один на 300 рамку, один на 145. Основное это будет убрать нижние магазины, которые есть в этих ульях, по возможности выровнять их. И с помощью надставки кормушечной я дам сиропа и соль с водой, вернее воду с солью подсоленную. Посмотрим, как отреагируют на это пчелы, посмотрим сейчас их запасы. Ну и принес я белковую лепешку, но они чуть поподробнее, чуть позже. Первая сегодня в обзоре семья. Как я сказал, это ТИОшка на 300 рамку. Слышу сразу, как они шумят. Убираю корпус. Он у меня был совершенно пустой, для того, чтобы обеспечить подрамочное пространство больше. Сейчас унесу это. Теперь я распалил дымарь на всякий случай. Больно они активные. Но посмотреть надо хотя бы на предмет сокращения. Значит, им давал 2 пакета канди. Один пакет, вот в таком виде. То есть приступили к поеданию. Сейчас пока в сторону тоже. Ну и второй пакет съели процентов на 90, я думаю. Тоже пока в сторону, потом посмотрим. Так, аккуратно сниму палочки эти. Итого, они у меня сидят на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 рамках. Ну, судя, сверху обсижено все. Поэтому, возможно, и сокращения как такового не будет. Сейчас посмотрю просто быстренько, что тут. Есть ли корм. Ну, я сейчас пошевелю их. Так, палочку положил. Но рамка сама по себе еще тяжелая. То есть процентов 35-40 есть. 30 точно есть. У задней стенки в основном. Так, температура на воздухе, сейчас поставил термометр. Тут 16 градусов. Поэтому я тихонько попробую все-таки залезть. Это все-таки ИОшка. С одной стороны, не хочется ее застудить, охладить. А с другой стороны, хочется убедиться, есть ли расплод. По всем признакам есть, но хочется же увидеть это. Так. Матку вижу. Все. Расплод есть немножко. Есть разновозрастный. Матку вижу. Все. Не буду дальше лезть. Спасибо, пчелы, что показали. Ввиду того, что рамки обсижены достаточно хорошо все, я не буду сокращать. Не вижу в этом необходимости. Подкормка белковая от Анатолия Стрельца. Пчеловод с востока Украины. Я повторил его рецепт. С единственным изменением я не добавлял дрожжей. Я побоялся, что я не смогу их обезвредить правильно. Так, устанавливаю сверху. И закрываю лишнее. Для начала. 1, 2, 3, 4. И поставлю, сейчас покажу. Вот это вот вода с солью. Вот здесь вот, если видно, дырочки. Для активизации кормушки ее надо опустить. И дать покапать. Пару секунд. Образовался вакуум. Теперь пчелки смогут брать. То же самое сироп. Переворачиваю.
Даю стечь пару секунд. Все. Все. И ставлю. Дальше они будут выбирать это. Хотел еще поставить воду, но по своей халатности я взял и опрокинул бутылку с водой, в которую я все это привез. Поэтому заеду чуть позже. Дальше я возвращаю на место вот этот вот пчелы. Так, дальше я остановил еще один магазин, который здесь стоит традиционно. Я магазины не вожу, пускай они здесь стоят, они по большому счету не требуют больших трудозатрат. Так, и подушку. Все, могут дальше летать, облетываться. Вот мы с вами посмотрели на 300-ю рамку, здесь ЕОшка. Как видели, обсидка 6 рамок, достаточно плотная. Да, не видел здесь оснований их как-то прореживать. Так, и следующее сразу пойдем. Традиционно уже. Здесь будет несколько больше работ. Очень много, вижу, пчелы ходят на земле по опилкам, они ищут воду. Но мы им сейчас поможем. В этом улье я тоже должен снять нижний магазин, надеюсь. И здесь мне предстоит еще одна работа. Хочу подкопать с одной стороны немножко, потому что улей перекосился. Так-то он устойчивый достаточно. Но все равно есть некая такая боязнь, что может упасть. К этой семейке у меня есть вопросики. Съели они достаточно много. Сидят дружно, что-то заставная отодвинута. Так, ну напрасно, конечно, подымил, потому что хотел сделать другое дело. Мне надо в первую очередь... Ой, для начала убрать канди просто. Потому что я хочу снять корпуса. И сразу, чтобы не тянуть, я возьму второй целлофан. Здесь особенность, что я оставил заставные высокие. Так. Ну, пока постойте в сторонке. Оп. И смотрю картину, которую я здесь сейчас понаблюдаю. Они здесь сидят. Если я смотрел предыдущих два улья, там было пусто, они покинули улей, то есть нижний корпус, то здесь они не собираются этого делать. Здесь есть меда, но его здесь немного, и они что-то от этого меда ждут. Так, убираю корпус. И сейчас пчел корпуса все в обратной последовательности. Первый пошел. И сейчас я у них посмотрю все-таки, что они из себя представляют. Так, расплод есть. Все, дальше рамки с расплодом, очень плотным. Расплод давно. Так, хорошо. Конечно, их раз, два, три, четыре, пять. Все. Оставляю на 5 рамках. И остальное пока просто за заставную. Они потом переберутся. Так, 5 рамок есть. Убираю вот это все. Расплод есть, отлично. А уже расплод даже на выходе.
И ставлю на место. Так, теперь осталось здесь. Здесь у меня малая заставная. Так, пока она мне не нужна. Здесь меда полно. Не знаю, зачем вам, барышня, тягать канди, когда у вас полно меда. То же самое, ну пока за заставную. И то же самое происходит на следующей рамке. Я уже вижу. С этой стороны съели, и с этой, ну, по центру разъели. Хорошо. Так, это будет за заставной. Ну, сейчас одну посмотрю. Ради интереса, конечно. Так, там матку не вижу. Здесь матку не вижу. Расплод. Есть вот расплод. Так, на той рамке тоже есть. Все. То есть расплод. Все хорошо. Возвращаю заставную. Так, заставная. С пчелками. Все. Здесь убираю заставную малую. С третьего корпуса. Ставлю заставную большую. Теперь самое интересное. Так. Раз, два, три, четыре, пять. 5 рамок. 2 за заставной, 2 заставные. Теперь хочу следующую сделать манипуляцию. Достаточно сложно. Это стряхнуть пчел. У меня еще целый корпус. Есть пчелы. Ну и корпуса 7 рамок обсиживают. Так. Я их хочу стрясти. Ставлю приспособление для закорма. Закрываю лишнее. Вот это. И вот это. Так. Это у меня... это заставная. Так, основная у меня здесь ядро. Поэтому вот эти я закрою. Сюда я поставлю воду и воду с солью и сироп. Даю сиропу выкопать. Выкопал, ставим. Даю воде вылиться. Все, подруги. Все, до свидания. Так, дальше корпус пустой. Пустой корпус. Так, сюда я составляю рамки с сушью. Так, пчелки уже немножко разозлились, поэтому надо поспешать. Оп. Так, это сюда прямо. Заставные сюда пригодятся. Так, остался у меня пакетик с канди. Пусть пока полежит здесь. Мало ли что. Так. Надеюсь, что все хорошо. Крышка наверх. Все. Закончил сегодня осмотр двух семей. Сейчас приберу за собой. Вкратце, что я сделал. У улья, который на 300-ю рамку, я убрал нижний корпус, который был вообще без рамок, без ничего. Это было просто как проставка. Пчелы, оказалось, обсиживают все рамки, которые там есть. 6, по-моему, или 7, не помню. На видео видно. Но убрать было нечего. Реально обсиживают все. Поэтому сверху я поставил белую, вы видите вот эту вот штучку. Это приспособление для кормления. Поставил туда кормушку. Ну, банки с водой и сиропом. Улей, который был наклонен влево-вправо, сейчас немножко наклонен назад. В этом улье было 3
корпуса пчелы. Я все-таки решил нижний корпус убрать. Второй сверху стал нижним, ну и следующий, соответственно. Все остальное пчелу я стряхнул, они сидели просто на пустых рамках очень хорошей суши. В оставшихся корпусах видел расплод, яиц не видел, матку не видел. Также я поставил баночки, сверху утеплил, ну и сверху у них остались их рамки с нижнего корпуса. Пусть пока будут здесь, возить я их не буду. Ну все, сейчас закрываю крышки. На этом спасибо. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Рад ответить. До свидания.